хотел такого? Вот он пришел. Чмок. Проведем взвешивание контрольное. Ночью было холодно, поэтому нужно нормальное зимнее снаряжение на такую погоду. Вот. Как дела у тебя? Красивый, красивый. Вот он. Как мало человеку для счастья надо вообще. Так, летом смотри, Сережа, у тебя звонят удочки, ты спишь в гамаке, раз вскочил и побежал. Все быстро, не надо с палатки выбегать. Всем привет, вы на канале Ассортимент. Сегодня мы едем на рыбалку с ночевкой, наконец-то. Едем на Днепр и будем ловить сегодня, стараться только крупную рыбу. Уже плотва все надоело, будем отсекать ее, будем ловить на мокушатники и бойла. Вот такая у нас будет сегодня рыбалка, надеюсь, мы что-то поймаем. Да. Мы были последний раз с палаткой года полтора назад, да? Да. Да, мы уже отвыкли от такого количества вещей, как мы это будем сейчас все тянуть с собой. Ой, сейчас не просто так. Чтобы добраться до того места, ребята, надо еще пройти. Мы попробуем заснять, как мы на пойдем. метров 400. И плюс мостики, всякие преграды, Да. у нас вещей куча. Нас последний раз чуть палатку на море ветром не унесло в море. Из-за того, что мы будем в таких условиях, скажем так, в диких и далеко в дебрях, поэтому можно и с ночевкой. Я думаю, здесь никто не ходит, кроме рыбаков. И нас никто не выгонит и не оштрафует. Сидят, значит, и там есть рыбаки. Вот в этих заводях на плотву. Как красиво. Где еще такие кадры можно снять? Вот сидит рыбачок в заливе. Рыбачки сидят, если видно, в заливчике. Открой окно. Нет, не надо, уже поздно. Мы едем вообще в дебри, мы едем на открытую воду. Мы можно едем в сказать. самые-самые вообще непроходимые хащи. Сейчас будем лезть с нашими всеми вещами. Ничего. Все самое прикол, там наверное, сейчас рыбаков тоже куча. Самый прикол, что с нас и в этом месте с пацаком мы шли, с нас посмеялись люди. Ну да, но мы поймали, например. Ну мы поймали, удивились, сказали. Вот сюда, да, где-то надо? Да. Вот Рыбаков такие хватает. вот рыбаков уже тут полно. Ну, давай туда проедем, да, как можно дальше, чтобы выгрузиться. Дорога нормально, поехали по дороге, чтобы как можно меньше нести. Вот сюда нам лучше не ехать. Не надо. Нам никто не поможет. Сегодня с ночевкой будем снимать новый выпуск рыбалки. Вот такая красота сейчас, смотрите. Просто потрясающе. Мы надеемся, что будет клевать рыба, что мы не зря сюда приехали. Приволокли целую кучу вещей, вон она. Сейчас будем это все как-то нести через речку. Сережа сейчас поедет, спрячет машину и пойдем ловить больших карпов. Ну что, погнали? Так, смотрите, какой путь интересный. Видите, какая тут погода у нас. Уже. Раз, два. Нелегкое дело это, конечно, через такую переправу переправляться. Мы на отдыхе. Вот, друзья, справилась я. Перенесла все вещи, кроме одного ведра. Как дела? Нормально, осталось дойти, Ой. рыбаков много, так что ну, еще надо будет пройтись, узнать, кто до ночи сидит, кто нет, может, ну, Красиво, конечно. Тоже, друзья, много мест занято. Я не знаю, здесь свободное такое хорошее место. Может быть, здесь какие-то проблемы, конечно, есть. Ну вот тут между деревьями можно палатку поставить. Там дальше занято все.
в это не успеет. Наконец-то прибыли. Сейчас Гляньте, будем, сколько хлама у нас с собой. сейчас будем У потихонечку. кого-то еще есть столько хлама? Ну, мы же с ночевкой. Ну да. О, вроде один. Так, ребята, рыбачить мы будем вот на такой макушатник на 1-2 крючка, а вторые два будут по одному крючку. Монтаж я покажу на следующей удочке. Так, давай это закинем. Ну, это маленькие бойлики. На следующих двух будут крупные. Ребят, покажу свой макушатник, как я сделал. Да, кусочек лески. Так, вот у меня вот такой груз. Беру резинку. Раз. Сюда продели. Сюда продели. Потом берем леска, блин, сейчас, чтобы не вылетел. Вот так вот у нас получается. Берем макуху. Вот, есть, вытянули. Такую штучку. На. Все. Есть фиксатор. Вот так вот. Все, видите как? Потом берем, натягиваем. Из-за этого сначала заживляем макуху, потом делаем монтаж. Раз, все. Плотно сидит. Лепесточек, лепесточек. Раз. Два. Затягиваем, потом продеваем леску, чтобы потом можно было отпустить и опять натянуть. Так, у нас первая снасть будет на 2 крючка. Еще 2 будут на 1 крючок. На 2 крючка у нас будет маленький бойл. На 1 крючок у нас будут большие бойлы. Раз, двойной узел. Зажигалкой припали. Все. Дальше. Дальше крючочки. У меня такая вот штука. Здесь мои поводки. Так, и вот уже один просится по ходу. Так. Все, ребят, как в Тверской кормушке. Раз. Два. Рыбаки только сходятся. Так, затягиваем. Все, такое вот у нас образование. Так, одеваем бойлы. Первый бойл у нас мед, да. Сейчас Ира достанет, смотрите, я его беру, просто жалко, не наточил наш этот. Ну ладно, потихонечку и так пойдем. Пробил. На, держи один. Соседи выясняют, есть ли карпа здесь. Че? Один. Первый. Так, второй бойл у нас краб. Фу, запах отвратительный. Опа, о. Это те, что пылящие, да? Да, держатся эти пылящие бойлы, держатся они примерно час-полтора. Сначала купил железные штучки, он у меня есть. Потом, оказывается, ну вернее не оказывается, я же не люблю железо. Потом думаю, что я делаю? Свяжу я обычное. Есть, хорошо загнал. Такой бойл. Так, ребята, такая вот у нас макушатничек. Сегодня ловим на макушатнике. Так. Как ночью бросать, вот это вопрос. Так, такие вот стоечки мы. Ну что, ребят, первая пошла, собираем вторую удочку. Так, ребят, вторая удочка у нас будет самокушатник конопля, а один войл у нас это кукуруза. И сразу это раз. Подсак куда? Кого? У нас Мы он, только- посмотрите, Мы какая. только закидываем. А, У нас, вот гляньте. ого. Мы на монстра пришли. Мы с позитивом, видите как? Очень волнительное вот это вот закидывание. Ну что, как тебе? Что тут мне? Обстановочка? Ой. Ребят, я так волнуюсь теперь, когда забросы. Он все на дереве, дерево все в кормушках там. Потрясающе. Сейчас будем ставить лагерь. Может быть, чайку попьем, может быть, еще чего-то. 2 удочки на поклевочке. Лучше бы оно звонило.
Так, ребят, и третья наша удочка — это макушатник, орех и наша насадка клубничка у нас сладенькая. Кстати, уже была поклевка, она такая 2 раза удачи выплюнула на мелкие бойлы. Три наших снаряда деля, вернее 3 пушки. Ждем теперь. Мы рыбачим на крупную рыбу, поклевки редкие будут, если вообще будут. Но надоело всякое тарань и прочее. Так что ловим карпа. Слава А как чувство есть? Что-то будет сегодня? Сегодня, не знаю, но с утра должно. Но если люди местные приходят на вечерний клев, то должно. Ну я не знаю, как он реагирует здесь на бойлы, на макушатники. Мы поймали все-таки тогда на червя. К сожалению, сегодня мы червя забыли. Ну, все, что не делается, все к лучшему. Рыбачим тупо на крупную рыбу. Ну что, готовимся к вечеру. Я нашла местечко, там много веток нападало. Сейчас принесем. Вечером будем греться, потому что сыро, так знаете, костерчик нужен обязательно. Сейчас нас собираем. Костерчик разожгем. Смотрите, какое местечко тут рядом. Тут мусор оставил. Люди рыбачат. У нас клюнет один укар. Боже мой. Друзья, только камеру выключила, а тут... Вы? Вот так разочарование приходит, да? Да. Ну ничего, сейчас следующий клюнет точно. Это все растворилось. Ну, бойл четко держится. Держится. Да, бойл можно и запах не бы утратил. Вечный. Давай перенаживлять. Что, плохо? Ну, надо спичку подставлять. Ну, отлично оно. Да, бойл как пах, так и пахнет. Так, мы перезакинули. Макушатники держатся, макуха держится очень хорошо. То есть проставили 2 часа и практически не размокла. Сейчас мы перезакинули 4 часа. Ну, перед самым теперь, вернее, перед самой темнотой мы попробуем перекинуть. Теперь мы занимаемся своими делами, наверное, разбиваем лагерь. Камера на поклевке стоит, колокольчики подцеплены. Давайте пройдем в палаточку. Здесь нет ветра, пару колышков мы поставим, конечно. Давай растянем нормально по колышку. Ну давай. На меня поснимают колышки. Ребята, кто знает или не знает, я как путешественник с опытом могу сказать, главное правило палатки какое? Вот кто знает? Главное правило палатки всегда застегивать вход и выход. Потому что змеи, они не спят. Они всегда могут заползти. Поэтому, когда вы отходите, всегда надо застегивать палатку. Раз. Дом готов. Готово повесить гамак. Наша обновка на этот сезон. Да. Решили сделать себе подарок. Держишь. Здесь есть карабинчики. Это просто лакшери. Ой, друзья, представляете, как круто? Смотрите, вон удочки. Тут можно вдвоем сидеть, вот так вот качаться. Это лучше кресла Карпового. Посмотри.
Лосяк. Клюет. Только камеру включили, сразу начала клевать. Нет, у нас зацепили опять. Блин, ладно. Супер. О, счастливый человек на рыбалке. Ну да, природа. Сука. Смотри, какая красота вокруг. Пора утепляться, потому что становится холодно. Наши удочки, поклевки. Так. Закипела водичка. Блюдо высокой кухни какое у нас сегодня. Какао. Водички немножко. Ну так интересно. Я хочу попробовать на фидерную снасть маленький растворимый бойл. Может лучше будет. Ребят, сделали обычную фидерную снасть. Такую вот на быструю руку. Сейчас попробуем половить на нее. Оденем только у нас мы ничего не брали, но у нас есть растворимый бойл. Снимет. Это ж надо наживку забыть дома, я в шоке. Рыбаки года. Хорошо набить. И, конечно, немного. Бойлы растворяющие. Они типа шипят. Не хватает их на час, не больше. Попробуем, может что-то получится. Так, один, чтобы не запуталось, как всегда. Сунем в кормушку. Вот так вот, да. Смотри, кончик. Ночная рыбалка, как это интересно. Все хорошо. Вот ночная рыбалка. Сейчас, между прочим, без 27 вечера. И такая темнота уже. Совсем недавно мы до 9 вечера рыбачили, и было светло. Давай светлячки. Так, держи один. Блин, ты вторую утку перекинул. Первая тянется. Да нет. Может даже клюет. Это что, клюет? Возможно, да. Давай пока их уберем тогда. Ну это снимаем. Тут вот, видишь, поводок все-таки оторвал. Видишь, зацепился поводком за что-то. Рыбачить у нас надо терпение, поэтому будут горячие напитки. Мы взяли с собой какао. Кофе много вредно пить, а какао можно.
друзья, вот такой у нас рыбулик поймался. Вот такой. На что он клюнул? На крупный пуфик, на чесночный. Целый же недавно подождал. Чуть-чуть. Сазанчик? Лящ! О, ребят, лящ! Козлик! Yes, yes, yes! Класс! Ой, Хороший козлик. необычную рыбу поймали. Наконец-то, друзья! Вот он, вот он, вот! Гляньте! Класс! Друзья, представляете, у нас пришли ночью и забрали дрова люди, несмотря на то, что тут стоит палатка. То есть здесь, в этом месте, принято приходить, когда у тебя лагерь, и забирать чужие дрова. То есть ты пришел, насобирал дров, а у тебя их пришли и забрали. Вообще лайк. Ни в одном походе я такого не видела, а у рыбаков так можно. Еще у нас будут спрашивать 100%, как тут обстановка с местами. Спрашивают постоянно. Так что можно смело сказать, что напряженная, да? Рано-рано утром ходили люди, И так сносит. искали место и ругались. Ругались, потому что все занято. Если мы приехали бы без ночевки, мы бы тут тоже не нашли бы место, потому что мы бы пока доехали, тут бы уже все было занято. Так, закипает водичка. Все. Делаем утренние наши напитки. Так приятно на природе где-то делать. Класс. Непонятно. Ладно, без 10:08 мы поймали карпика, лящика или козлика, или как он там называется, и таранушки. Вот так, результат такой. Держи. Быстро время идет на природе. Конечно, ночью выпадает роса, и желательно все снимать. Я все поснимала, гамачок, все понакрывали. Ну ничего, сейчас станет солнце, все высохнет. Палатку надо высушить, кстати, потому что спать холодно, она вся мокрая внутри. Вот такой вот отдых на природе. Такой вот отдых на природе. Ух ты, вот это клюнуло. Ух ты, вот это клюнуло. Блин. Блин, как всегда. Разлился какао, что-то клюнуло. Надо было мне в руку дать. Ничего, поделюсь с тобой своим. Хороший. Таранушка. Вот, идемте, друзья, покажу вам наш уловчик. Опа. Где там они, друзья наши? Вон они. Мы еще место выбрали хорошее. Вон деревья, смотрите какие. Надо кидать так метко. У нас всегда так, только начинаешь пить чай или что-то, и сразу рыба клюет. Это же хорошо, да? Так, ну что, у нас заканчивается каша. Вот такая у нас еще есть. На зип-пакете. Все высыпать, да? Да. Она чуть-чуть дороже. Но зато, наверное, эффективнее. Мы уже таких брали. Нет, она, я думаю... Сейчас я водички принесу. Да, нам хватило.
Таранушка. Крупная наживка, крупная рыбка. Угу. Рыбки, рыбки, рыбки. С красителями. Красивая. Красивыми. Ребят, ночью не клювало, и, честно, макушатники не все не показали. Переделали фидерный монтаж, и пошло дело. Даже коробчика уже поймали. Жаль, что мы не брали ни опарыша, ни червя, ни пуфики. Ну, клюет, и слава богу. Так что ловим. Ночью течение было огромное. Прям очень сильное. Все позапутывалось, да? Да. Короче, Уже и так много всего поотрывали. поотрывали, да, и под утро дело лучше пошло, поэтому все под утро и приезжают. И ищут нервно место. Ругаются все. Вы у нас всегда спрашиваете, как Опа, тут с местами. О, Это? А, нет, не знаю, нет. нет. Ждем. Может что-то. Блин, ну поклевки просто классные. Да, классные поклевки. С утра вон какая красота. Природа красивая какая. Ребята, из-за того, что мы все-таки приехали на крупную рыбу, используем крупные пуфики. Мелких у нас тоже очень много, таких средних, но будем ловить на крупную. Пес-патрон пришел. Пес-патрон. Да, только покрупнее. Пес-патрон. Вот такая вот фидерный обычный монтаж. Лепесток теперь тут поставил, и отлично, не зацепается, редко. Так что и клюет хорошо. И одной удочки достаточно. Или на карпу и поймали подлящика, да? Да, у нас это, видишь, один есть, ему скучно, еще одного давай. Какой ты красивый, пушистый. Смотри, не отвяжется. Не, он с хозяином. Как дела у тебя? Красивый. Ты такой ухоженный, красивый, такой жирненький. Ага, кормит хорошо, да? Да. Оставайся с нами. Когда ночью холодно спать, надо взять вот так палаточку, тент отстегнуть, перевернуть. Видите, какой он мокрый? Все, конденсат. Он сейчас на солнышке быстренько высохнет. Надо сушить вещи, потому что когда уезжать, вы слаживаете палатку, и если она будет мокрая, потом в квартире вы ее вряд ли просушите. Вот такой лайфхак вам, кто не знал. Так, экспресс-обед. Какао, мивина, хлеб, котлеты, салат и сосиски. Все просто у нас. Привет. Приветульки. Ты за рыбой пришла? Уже и садок пошла, проверила. Какая умная. Друзья, представляете, наши соседи щуку поймали. Кстати, щуку поймали на Тверскую кормушку. Я только что подходила, смотрела на нее. Случайно. Да, там был бычок-живец, а щучку за живот случайно зацепила. Вторая рыбка необычная у нас. Да нет, такой же. Ой. Класс. Друзья, гляньте, какое течение сильное в разные стороны. Кошмар. Все сносит. Это что, женщина?
Есть рыба? Подсак идет. Подсак? А там нету. Опять все тихо. А не рыба. Ребятки, удачка. Карпуша. Карпушек нас. Какой ты хороший. Мы сначала думали, зацепили опять сосед. Ну такой, да, кило 300 где-то. Хорошик. Кило, полтора килограммчика, нормально. Кило 535, друзья. Лайкос. Все. Вот он, малыш. Ну мы его еще потом сфоткаем. Приходится всовывать крючки. Потому что течение очень сильное, чтобы не запутало, пока на дно упадет. Прям крутит течение сегодня. 2 коробца уже у нас. Да. Ну, Козлика это 2. была хорошая вообще поклевка такая. Да, я видела. Бешеная. Мы засняли ее, кстати. Бешеная. Бешеная. Вот. Подбери вот так. Поймала. Я его поймала. Чуть меньше. Кило 200 может. О, я их всех вечером вместе взвешу. Проведем взвешивание контрольное. Я уже с ними научилась обращаться. Условия у нас сегодня экстремальные, уже куча снастей оторвали, на дереве 2 снасти. Но тем не менее уже какого 3-го карпа поймали. Клюет на стандартный фидер. На чесночное пенотесто крупные шарики. Так что мы уже с рыбой. Жалко, что мы кушатники не сработали. Если бы знали, ну, кто же мог знать. Со вчерашнего дня бы рыбачили на фидер. Кстати, на одну удочку. Потому что течение сильное, только путать. Так что на одну удочку вот уже поклевывает. Уже у нас 1:30, клёва никакого нет. Еще чуть-чуть посидим и, наверное, будем собираться. Все-таки улов у нас тоже сегодня есть. На природе отдыхаем, вообще красиво. Последние денечки такие с листьями, можно сказать. Уже можно заметить, что много деревьев голые стоят. Выбрались на рыбалку, отдохнули немножко. Померзли сегодня ночью. Ну ничего, это того стоит все равно. Попробовали мы кушатники, они здесь походу не работают. Были такие кое-какие поклевочки, наверное, и то рыба задевала. А так, как сделали фидерную оснастку, начало клевать. И уже 3 карпа поймали. При том, что мы червей, опарыша забыли дома, их рыбачим только на пуфике. Чесночные, большие. И вот есть результат. 2 подлящичка, 3 карпа таких, 1,5 кило. И штучки 3, наверное, плотвы таких более-менее. Наши карпики. Стоять. Вот какие ребята сейчас, смотрите. Какие хорошенькие. Вот такой малыш. Вот такой дружок, смотрите. Класс. Ну что, все, ребят, рыбалка подошла к концу. Будем прощаться. До новых рыбалок.
Всем пока. Всем пока. Спасибо, что что смотрите. Подписывайтесь на наш канал. Да? Классная рыбалка с ночевкой. Да, такая изначально была чуть-чуть не выбрана правильно Там тактика. у нас все неправильно. И замерзли ночью, и тактика не такая. Да, если бы мы, может, сразу на фидера ловили, может бы больше поймали. Ну а так, ну зато протестировали, что мы кушатники здесь Да. не хотят работать, бойлы не работает. Напишите, как у вас обстановка. До новых встреч. Вон женщина сидит с мужичком на бревнышке. На бревнышке сидит.